Всем привет, друзья! Я Константин Ивлев, а значит вы на Ивлев Шеф Channel. Я, как уже вы видите, с самого утра пашу, как Золушка для вас. Что я делаю? Сейчас вы все узнаете. Декабрь, январь и февраль я готовлю на Ивлев Шеф Channel свои любимые рецепты. Я уже с самого утра здесь заморачиваюсь с кальмарами, потому что я решил для вас приготовить то, что каждый из вас любит. Вот я уверен 100%. Ну, согласитесь, кольца кальмаров все любят. Правильно? Для того, чтобы кальмары в темпуре были намного интереснее, хрустящее, нежнее, лучше всего эту пленку снять. У меня на плите стоит вода. Я буду сейчас баланшировать кальмары. Вот, пленку я снял, вот эти вот сопли. Выбрасываем это. И была бы кошечка, может быть, она бы ее еще и стрескала. Но, учитывая то, что у меня пес пограничный, Ричи, мой пограничный пес, я зачистил кальмара, беру и укладываю его в кипяток. И там он у меня варится в течение 1 минуты. Это паназиатская кухня. Я с большим удовольствием готовлю с кунжутным соусом. Это бомбический соус, поверьте мне. Кто приготовит этот соус, он станет вашим любимым соусом круче, чем майонез. Я это сказал? Да. Кольца кальмара мы будем делать в темпуре. Вот. Это мука, которая продается в любом магазине, где есть продукты для суси, как его пишут, либо для японской кухни. Темпура — это соединение муки пшеничной, рисовой, кукурузного крахмала и уплотнителя. Все продается в магазинах. А вот для кунжутного соуса мне понадобится чеснок, пюре, и либо мелко-мелко нарезанный. Уксус Мицукан. Я вас как-то уже учил, что это уксус из риса. Кунжут, сахар, соевый соус. И вот эти 2 бутылочки — это мирин. Да. Это сладкий такой вот сироп. Кальмары. Минута прошла. Ставлю их сюда и включаю холодную воду. Пока они охлаждаются, я беру сотейник. Я уже специально сделал разблюдовку, ребят, это очень важно, потому что здесь все должно быть четко по весам. На глаз здесь не прокатит, поэтому я готовлю на основании того количества, которое когда-то меня один мой сенсей научил. А теперь я ваш сенсей, и я вас учу. Все, теперь я это добавляю в один сотейник, ставлю на плиту, довожу до кипения, уменьшаю огонь, и в течение 10 минут это все варится при среднем огне. Ни в коем случае не совать сюда свой нос, потому что здесь уксус, пойдет пар. Если вы засунете свой нос, да, соплей у вас не будет, но и носопырочка будет побаливать. Мои кальмарики на воздушном шарике. Очень важно слегка обсушить кальмары и начинаю его нарезать кольцами. Толщина — это уже ту, которую вы любите. Но дам маленький совет. Не делайте слишком толстые кальмары. Сделайте полсантиметра, ну сантиметр. Куда больше. Включаю масло. Лучше всего, чтобы оно не перекалилось. Тогда будет очень быстро сгорать сверху, а внутри будет все сырое. Поэтому здесь должна быть умеренная температура. Этот соус можно использовать как маринад для утки, для птицы, для индейки, для рыбы, морепродуктов, палтуса, трески, лосося. Хранить его лучше всего в холодильнике и лучше всего переливать в стекло, либо в такой мощный пластик. Хранится он полгода, ему вообще ничего не будет. Перед употреблением обязательно надо взболтать. Вы можете макать туда свой палец, можете макать туда овощи, можете макать туда рыбу, мясо, птицу, все, что вы хотите. Поверьте мне, это безумно вкусно будет. Темпурную муку нам надо развести до состояния такого густого кляра, а точнее до состояния 20% сметаны. Не жадитесь, купите венчик, запомните, все вилкой не взболтать. Воду лучше всего всегда наливать не так сразу много, но я на глаз слью, а потом будем еще добавлять. И у нас еще в темпурную муку будет идти лед. Густо, сразу добавляю еще. Я не боюсь переборщить воды, потому что у меня, если что, есть еще одна запасная пачка темпурной муки. Всегда так делайте, не покупайте одну. Купите сразу несколько, неважно, это панировочные сухари, темпурная мука, либо еще что-то. Пусть всегда будет
про запас. Кляр делается гениально и очень быстро. Если вдруг по какой-то причине у вас остаются комочки, значит, надо разбивать. Блендером не очень советую. Если вот только большое количество, тогда можно блендером. Соус закипел. Теперь очень важно. Я уменьшаю огонь половину, и он у меня стоит, варится 10 минут. Мы этот соус снимем, и он будет охлаждаться. Его лучше всего подавать в холодном виде именно для этого блюда. Ответьте мне на вопрос, когда в раскаленное масло попадает вода, что происходит? Вот так вот происходит. Салют из воды. Настоящая темпура, она всегда не гладкая, она вот такими вот кусочками, знаете, как есть сталактиты. Это все делается как раз ввиду того, что мы будем добавлять лед. Лед, во-первых, будет еще разжижать, поэтому можно сделать гуще. Вот уже смесь какая густая, видите, вот как раз уже похоже на сметану. Капельки начинаем опускать. Во-первых, так мы смотрим, раскалилось ли масло или нет. А во-вторых, если темпура сразу сворачивается и получается такой вот хрустящий попкорн, то значит отличная текстура, та, что нам нужно. Видите, какая воздушная получается темпура. Для тех, кто боится, что пожарит свои пальцы, для этого существуют палочки. Я достаю лед. Сюда не надо слишком много льда добавлять. Добавлю 3 кубика. Темпуру надо потом постоянно слегка помешивать. Она может и быть жидкой, тогда надо будет добавлять. Суть заключается в том, чтобы темпура всегда была одной и той же консистенции, поэтому следите за этим. Видите, соус слегка загустился. Все-таки там есть сахар и мирин. Соус уже можно нюхать. Запах вообще бомбический. Ну и теперь я ставлю это на улицу для того, чтобы это быстро охладить. Для того, чтобы было это безопасно, у меня здесь стоит кастрюля. Кошек нету, но так на всякий случай. Пусть здесь стоит, так быстро охладится. Я думаю, что будет достаточно порядка 10 минут и будет... Хотя здесь, может быть, кто-то и прибежит, может сожрать. Поэтому на всякий случай, ну нафиг, накроем еще крышкой. Береженого Бог бережет. Друзья мои, да, прошел не один месяц после публикации плова по-ивлевски на моем YouTube-канале Ивлев Шеф Channel, где я, соответственно, давал конкурс на тему того, какие вы добавляете специи в плов. Самое главное, спасибо, что вы подписываетесь, и спасибо, что вы пишете комментарии. Это говорит о том, что вам не безразлично. То, что вы видите, то, что вы самое главное едите. Поверьте, я прочел не 1000 комментариев с тем, на чем и с чем вы добавляете. Что там только не писали, даже Степ был. Я все-таки выбрал, по моему мнению, для себя, по крайней мере, очень необычный состав специй, который добавляет Камелидиан Just for Fun. Этот человек пишет, что он добавляет нуты яблоки, барбарис, зира, хмели-сунели, уцко-сунели, куркуму, немного воды, шафраном, кориандр, соль, перец, ну и кинза в конце. Достаточно очень необычный, а с другой стороны и обычный набор. Но мне понравилось здесь яблоки, мне очень интересно заинтересовали грузинские специи, которые сюда идут. Уважаемый Камелидиан Just for Fun, вы в банде. И спасибо, что вы оставляете свои комментарии. Вот здесь вот у нас кляр. Я беру, забрасываю сюда все кальмары сразу. Все это хорошо перемешиваю. И, соответственно, начинаю есть и запивать раскаленным маслом. Приятного аппетита! Ну нет, конечно, это пипец, 3 дня поноса и мгновенная смерть. И смотрите, раз, а потом опускаю. То есть я задерживаю на буквально 2-3 секунды. Опа, и опускаю. Слышите, да, вот это? Если беляши-то мы готовим в раскаленном масле, ничего страшного. Что нам, сложно креветки, либо кальмары или овощи пожарить в раскаленном масле? Конечно, нет. Кальмары готовые, как я уже говорил, их жарить полгода не нужно. Видите, и руки целы, они не испачканы. Если, конечно же, друзья мои, вы умеете есть палочками. Давайте, учитесь. Все очень просто. Как вы понимаете, в паназиатской кухне в кляре, в темпуре жарятся не только кальмары, но и креветки и овощи. Рыба, курица, индейка. Здесь уже то, что вы любите. Я даю вам базу. Если кто-то из вас сейчас задумается, а как же отечественный кляр, судак орли и все остальное? Не, ребят, там делается на основе взбитого белка. Видите этого кальмара?
я все-таки советую оставлять кальмары на салфетке, потому что в них все-таки достаточно большое количество масла. Из-за этого мы и любим эти кальмары. Можно подать с лимоном, можно подать соусом тартар. Поверьте мне, когда вы сделаете этот соус, называется кунжутный соус, меня когда-то в 90-х годах научил его готовить один японский мастер. Кулинарный сенсей. Реально, я не шучу. Я его попробовал, в него влюбился и готовлю уже столько много лет. Ну что, друзья мои, специально для вас напоминаю. Декабрь, январь и февраль. Мои самые любимые рецепты, те, которые я люблю есть почти каждый день. И в данном случае специально для вас. Кальмары в темпуре с кунжутным соусом. Приятного аппетита, пока-пока и до новых вкусных встреч! Ох, задачку вы мне, конечно, дали. Хотя, если честно, ее дал я. Помните, я готовил плов и спросил, из какого мяса вы готовите плов? Ой, что только мне понаписали. Я даже, если признаться честно, немножко даже офигел. Конечно, часть была написана просто так от вольного. Кто-то готовит на сурках, кто-то готовит на крокодиле. Я безумно это рад и чувствую юмору, который у вас, я тоже безумно рад. Но, почитав сотни тысяч ваших комментариев, кто что добавляет, я выбрал Андрея Московин. Что Андрей пишет? Иногда готовлю плов из оленины. Для меня более доступно мясо алтайского морала. На мой взгляд, оно отлично подходит для плова. Если вам получится добыть мясо северного оленя, будет еще лучше. Нежнее, чем мясо морала и не менее ароматно. Еще мне нравится к плову салат из мелко нарезанных помидоров и огурцов с небольшим количеством листьев фенхеля, заправленный рыжиковым маслом. Лучше всего, если такой плов будет приготовлен на открытом огне. Аромат дыма дополняет его вкус лучше многих специй. Единственное, кумин я добавлю обязательно. Андрей, единственное, я с большим удовольствием дарю тебе этот свитшот и говорю о том, что ты в банде. Ты красавчик. Я уверен, что этот плов вкусный. Обязательно, когда я буду в твоих краях, мы увидимся и буду надеяться на то, что ты мне его приготовишь. А пока это твое.